Когда люди слышат слово «нарцисс», как правило, представляют себе такого токсичного человека, который манипулирует окружающими, не умеет любить, у него там отсутствует эмпатия, и причем он использует окружающих. Но дело в том, что с точки зрения современного психиатрии, психоанализа, нарциссизм не является в узком смысле какой-то патологией или болезнью. Более того, без здорового нарциссизма невозможно стать уверенным в себе человеком, строить отношения и достигать целей. Так где же вот эта грань между нормой и патологией, и как развивается нарциссизм? От здорового чувства собственного достоинства и уверенности до такого асоциального какого-то расстройства, не позволяющего выстраивать стабильные отношения. Об этом мы сегодня и поговорим. Важно сразу сказать, что нарциссизм это не такая вот ситуация, когда он либо есть или нет, это скорее такой континуум или спектр, ну как вот от белого к черному через все оттенки серого. Австрийско-американский психоаналитик Хайнц Кохут считал, что здоровый нарциссизм формируется у ребенка в детстве по мере того, как ребенок осознает себя как личность. Если родители отражают его эмоции, дают ему достаточное количество любви, то у него формируется такое устойчивое ощущение «я» с какой-то вот самоуверенностью и вот этот детский эгоцентризм, когда ребенок весь мир познает, исходя из того, что он находится в центре этого мира. Если же эти процессы нарушены, то ребенок получит это вот уязвленное собственное «я», и ему нужно всю жизнь потом пытаться каким-то образом получать у людей подтверждение собственной значимости. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я более 20 лет работаю в теме психологии отношений. И сегодня я расскажу о вот этих вот стадиях нарциссизма, от здорового до таких крайне патологических форм. Я думаю, что эта тема может быть для вас интересна. Можете сразу поставить лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая стадия этого спектра от здорового нарциссизма к патологии – это, собственно, здоровый нарциссизм. Именно с этого начинается развитие любого психически здорового человека. Это способность уважать себя, испытывать гордость за свои достижения, не испытывать чувство вины, если ты слышишь комплименты, умение принимать эти комплименты. Это также способность уважать других людей за какие-то их, уважать и восхищаться другими людьми, если ты видишь в них что-то ценное. Если такого человека критикуют, ему это неприятно, но его личность от этого не разрушается, более того, не включаются какие-то такие защитные механизмы. То есть, грубо говоря, если человека со здоровым нарциссизмом критиковать, ему это неприятно, но он при этом может остаться в этих отношениях, он тут же не начинает взаимно обесценивать другого человека, то есть он как-то справляется с тем, что вот ему неприятно. Такой человек не считает себя лучше остальных, он просто знает себе цену. По сути, здоровый нарциссизм – это базис, такой фундамент для того, чтобы была возможность выстраивать здоровые отношения. Здоровые отношения, где люди будут стремиться к чему-то лучшему, к какому-то развитию, к чему-то вот нарциссически прекрасному, в рамках, конечно, здорового нарциссизма. Вторая стадия – это стадия нарциссической уязвимости. На этой стадии самооценка становится менее устойчивой, человек более зависит от мнения окружающих, чужая похвала может окрылять, а чужая критика может восприниматься как серьезный удар. Человек становится более склонным к тому, чтобы сравнивать себя с окружающими. То есть, если кто-то хуже, значит я лучше. Если кто-то лучше, значит я хуже. Вот так вот это работает. Чем-то похоже на вот такое детское черно-белое мышление, черно-белое такое видение. Потому что, собственно, вот эта вот уязвимость, она возвращает человека на время в такую более детскую какую-то реальность. При этом у человека сохраняется способность к эмпатии. Человек может признавать собственные ошибки, но вот это чувство собственной какой-то уверенности, собственной ценности становится менее устойчивым. А вот эта вот нарциссическая уязвимость – это состояние, в котором человек может жить перманентно, либо он может иногда из вот этой стадии здорового нарциссизма скатываться туда из-за стресса, из-за перенесенной какой-то болезни, либо из-за того, что он находится в каких-то напряженных отношениях. Знаете, вот эти примеры, когда люди говорят, что мой партнер, он со всеми людьми общается как взрослый человек, так сказать, по-здоровому, а со мной вот он часто скатывается в какую-то такую нарциссическую уязвимость. Какой-то он становится неуверенный, начинает со мной почему-то конкурировать и так далее. Это может быть следствием того, что в близких отношениях часто бывает какой-то напряженный конфликтный фон, и другой человек просто как декомпенсируется, скатываясь вот на одну стадию вниз. Третья стадия – это компенсаторный нарциссизм. На этой стадии самооценка в большей степени уже держится на каких-то внешних источниках.
То есть человеку для того, чтобы, чтобы у него была высокая самооценка и он чувствовал себя достаточно значимым, приходится делать много достижений. То есть он должен быть, не знаю, много зарабатывать, скажем, или как-то очень выглядеть хорошо. Он много работает там в спортзале, занимается своим здоровьем, чтобы выглядеть красивым, предположим, если это женщина. А у него, скажем, много знакомых из значимых каких-то кругов, тоже много прилагает усилий, чтобы оказаться в этой среде. Или там у него много подписчиков, если это блогер, или у него много, если творческий человек, у него много его творческих произведений. То есть человеку для того, чтобы чувствовать себя значимым, для того, чтобы его самооценка оставалась на таком высоком уровне, нужно много работать, много чего достигать, чтобы эти достижения оценивались окружающими. То есть тогда вторично он чувствует себя значимым. В этом месте многие люди путают высокую самооценку и внутреннюю самоуверенность, потому что уверенность здесь остается достаточно низкой. Человек испытывает хронический страх оказаться недостаточно успешным, и в результате он должен много сил тратить на то, чтобы чувствовать себя таким достаточно значимым. То есть это ситуация, как, знаете, гонки по вертикали. Ты не можешь остановиться, потому что как только ты остановишься, ты тут же проваливаешься, схлопываешься в какое-то обесценивание себя. Четвертая стадия — это, собственно, нарциссическое расстройство личности. Здесь эти нарушения становятся устойчивыми, они начинают разрушать отношения. Человеку уже невозможно воспользоваться своей эмпатией. Появляется грандиозность, открытая или скрытая. Человек крайне болезненно реагирует на критику. Он может реагировать нарциссическим гневом, потому что критика для него является чем-то очень болезненным. Такой человек нуждается в подтверждении собственной исключительности, какой-то элитарности, и ему становится по-настоящему трудно учитывать чувства других людей. Хайнц Кохут считал очень важной такую мысль, что за этой внешней грандиозностью стоит не сила, а внутренняя хрупкость и такая неустойчивость. Именно поэтому люди с нарциссическим расстройством личности так остро реагируют на критику, потому что для них это вопрос выживания этого их внутреннего слабого «я». Пятая стадия — это злокачественный нарциссизм. Эту стадию уже более подробно описывал выдающийся психиатр Отто Кернберг. Здесь к нарциссическим особенностям добавляются выраженная агрессия, жестокость, желание доминировать. Человек получает удовольствие от унижения других людей. Эмпатия здесь вообще становится минимальной. Других людей такой человек воспринимает как объект, как инструмент для выполнения каких-то функций. На этой стадии повышается подозрительность, есть это постоянное стремление к тотальному контролю и борьба за превосходство. И на этой стадии человек может приносить значительный психологический вред окружающим. Шестая стадия или шестой уровень, если в этом направлении смотреть, это стадия антисоциального функционирования. Здесь мы уже говорим о том, что эти нарциссические черты, они сочетаются с антисоциальными чертами, то есть это может быть антисоциальное расстройство личности, либо это нарциссическое расстройство личности с какими-то психопатическими чертами. Здесь у человека отсутствует эмпатия, по крайней мере мы ее не наблюдаем. Отсутствует чувство вины. То есть человек всегда прав и ведет себя по отношению к другим людям, исходя из какого-то примата собственной правоты. Он всегда прав. Отношения выстраиваются только объектные. То есть другие люди — это просто какие-то как персонажи в игре. Это не вполне. Это люди, но это не люди, с которыми я могу как-то какая-то возможно близость. Поэтому эти люди, они просто используются. Человек легко манипулирует, предает, нарушает какие-то правила, нарушает договоренности. Потому что для него единственные правила, которым он следует, это его внутренние правила. Я как хочу, так и живу. Другие люди для меня не имеют значения. Более того, в ситуации такого антисоциального функционирования, как правило, у людей отсутствует возможность эмоционального прогнозирования. То есть, если я сейчас с этим человеком веду себя каким-то образом, я не вижу, не понимаю, что в дальнейшем это плохо скажется на наших отношениях. Я об этом просто не думаю, это не учитывается. Люди, находящиеся на антисоциальном уровне функционирования, они антисоциальны, это потому так и называется. Те отношения, которые они выстраивают, они крайне разрушительны. Таких людей относительно немного. Почему? Потому что это крайность. Есть здоровый нарциссизм, весь спектр, который я описал, и с другой стороны этот антисоциальный уровень функционирования. Как правило, это вообще микс из нарциссического расстройства личности, антисоциального, какие-то психопатические черты. То есть это просто такая глубокая декомпенсация психологическая, в том числе и социальная. И просто я хочу, чтобы вы знали, что таких людей меньше, чем принято считать в социальных сетях.
Какие здесь можно сделать выводы? Первое, это что человек с нарциссическими чертами это не всегда вот такой вот классический нарциссизм, как вот описывается в соцсетях. Более того, вторая и третья стадия нарциссизма это стадии, которые человек может на них как бы скатываться временно в рамках какой-то декомпенсации. То есть длительный стресс, не знаю, какие-то напряженные отношения, проблемы в отношениях, которые потом могут разрешиться, какие-то внешние обстоятельства, человек, скажем, потерял работу, просто какая-то болезнь соматическая. Это может привести к тому, что человек временно, ну, как бы в рамках декомпенсации переходит на вот какой-то уровень вниз. Позже, когда ситуация разрешается, он возвращается. То есть, собственно, вот эти вот нарциссические проявления в ряде случаев вообще могут быть временными. То есть тут очень важно понимать, что вообще нарциссизм это часть человеческой природы. Важно вот видеть, где он здоровый, а где он какой-то декомпенсированный. Второй вывод. Хайнц Кохут считал, что основой всех нарциссических проблем и вообще нарциссическое поведение является компенсация вот этой внутренней неустойчивости, неосознаваемой неуверенности в себе. И поэтому любая попытка как-то сломать или унизить нарцисса, или когда вот там близкие люди стараются ему как-то открыть глаза на его состояние, говорят, посмотри, ты же нарцисс, тебе же надо как-то лечиться, надо что-то с собой делать, то вот если этот человек воспринимает это как попытку его унизить, то реакция включается противоположная, его вот это нарциссическое поведение усиливается. То есть это как тушить огонь керосином. Невозможно сломать или унизить нарцисса, потому что у него срабатывают эти вот психологические защиты, которые должны охранять его, этого внутреннего уязвленного ребенка. Третий вывод, который можно сделать, связан с таким замечанием Отто Керберга, что когда нарциссические черты сочетаются с другими какими-то чертами или другими расстройствами личности, то такие люди могут в своем поведении быть психологически опасными, то есть они могут приносить какой-то психологический вред и не всегда очевидны. Иногда последствия они как бы отсрочены, поэтому тут очень важно, чтобы вы не только понимали, что происходит с другим человеком и вам было интересно за ним наблюдать, важно понимать, что происходит с вами, с вашими границами. То есть, грубо говоря, нужно в общении с людьми придерживаться какой-то минимальной техники безопасности и психогигиены. Если вы понимаете, что общение с другим человеком вам вредит, не нужно ждать момента, когда вам станет все ясно про него. Вам не нужно другому человеку ставить диагноз, вам нужно позаботиться о своей безопасности. Ну, потому что вообще, если вы выстраиваете отношения, то ваша цель не выжить в этих отношениях, а получить в них счастье. А если вы в них как-то выживаете, то это немножко уже как бы другая как бы игра, это вы другую цель преследуете. Нарциссизм это не черно-белое понятие. Между здоровой уверенностью в себе и тяжелыми расстройствами личности существует целый спектр состояний. Чем мы больше в этом разбираемся, тем нам легче отличить какое-то временное состояние от каких-то действительно серьезных проблем. Если вы узнали в описании себя или своего партнера или кого-то из ваших близких, не спешите ставить диагнозы, потому что здесь легко запутаться. Мы предвзяты к себе и к своим близким, это нормально. Если хотите в этом разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под видео есть ссылка для записи. Я работаю с клиентами из разных стран. Иногда необходима длительная терапия, а бывает так, что и одного разговора достаточно, чтобы понять примерно, где ты находишься, в каком направлении дальше двигаться. То есть просто для того, чтобы как-то расставить акценты. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы когда-нибудь с людьми, у которых нарциссизм был такой, знаете, мерцающий. То он ведет себя, ну, вроде бы тут очевидные нарциссические какие-то проявления, а в другой момент как-то вот оно вроде как прошло. Я буду вам благодарен, если вы поделитесь своим опытом. У меня под многими видео в комментариях подписчики делятся своим опытом. И та тема, которая раскрыта в видео, она дополняется комментариями подписчиков. Я вам всегда благодарен, когда вы так делаете. Если вам эта тема понравилась и видео интересно, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.